Несмотря на ожидаемое многими начало широкомасштабного украинского наступления в мае, оно так и не произошло, и линия фронта в целом за месяц, как, впрочем, и за всю весну, особо не изменилась. Вдоль линии фронта идут обстрелы и локальные бои. Из существенного можно лишь отметить полное овладение россиянами Бахмута, или точнее его руин, и незначительное продвижение сил обороны Украины по флангам города. Тем не менее, если непосредственно на фронте изменений было немного, в самой войне этой весной произошло ряд ощутимых изменений. Во-первых, Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow и теперь наносит ними удары по тыловым российским базам и складам. Во-вторых, буквально каждый день в самой России происходят взрывы на объектах, связанных с логистикой, таких как железная дорога или нефтебазы. А недавно и вовсе была атакована Москва ощутимым количеством БПЛА. И хотя серьезного ущерба этот удар не нанес и скорее имел информационный характер, этот удар можно расценивать как ответ на российские удары по Киеву. Мол, в эту игру можно играть вдвоем. К тому же результатом ударов по Москве может быть оттягивание противовоздушной обороны от линии фронта для защиты столицы. Третья и, пожалуй, главная перемена в войне – это сухопутное вторжение на территорию России, о чем поговорим подробнее. В настоящее время Украина вынуждена держать значительные силы вдоль всей границы с Россией и Белоруссией, дабы не допустить повторного вторжения с севера. Россия, напротив, выделила минимальные силы для обороны собственной границы, сосредоточив свою армию преимущественно на главном фронте в Украине, ибо не ожидала атак со стороны Украины. Но, похоже, последние события с вторжением антипутинских сил ставят Россию перед сложным выбором. Вторжение в Белгородскую область выявило уязвимость российской границы, несмотря на то, что россияне построили оборонительные позиции на большей ее части. Но без войск линия обороны не является ощутимой преградой. Украина вместе с антикремлевскими российскими группировками может продолжать использовать эту слабость, если Россия не переведет войска с линии фронта для усиления границы. Перед российским руководством сейчас стоит дилемма – сохранить свое нынешнее развертывание основных сил на территории Украины и позволить противоборствующим силам использовать свою слабость в защите национальных границ, или же передислоцировать войска для защиты границы и рискнуть тем, что Украина воспользуется этим перемещением и атакует на ослабленных участках фронта. В последние месяцы Россия вложила значительные средства в оборонительные меры, особенно на южном направлении, дабы защитить сухопутный коридор в Крым. Любое перемещение солдат с этих позиций неизбежно ослабит их и повысит шансы на успешный украинский прорыв. В любом случае, сейчас инициатива на стороне Украины, а России приходится лишь отвечать и угадывать, где будет следующий ход. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашей поддержке этого видео, а также канала лайком, комментарием, желательно адекватным, и не забывайте подписываться.